Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом домашніх кексів. Вони смачні, м'які, всередині вологі, готуються швидко, просто і з тих продуктів, які завжди є під руками. Перед вами все те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Найдете его под видео в описании. Кексы замешиваются на кефире и сметане. И рецепт легко запоминается. Кефир, сливочное масло, сметану и яйца надо взять по 100 грамм. То есть яйца берите средние, по весу так и получится, плюс-минус 5 грамм. Кефир у меня густой, жирностью 3,2%, но можете взять 2,5. Мука просеянная, сахар, ванильный сахар обязательно, соль, сода и изюм. Изюма я добавляю 70 грамм, но если вы любите, чтобы его было побольше, то можно увеличить до 100. В первую очередь надо растопить сливочное масло и остудить до теплого. К кефиру добавляю соль, яйца. Я не сказала, все продукты должны быть комнатной температуры. Немного перемешиваем, чтобы они лучше разошлись в тесте. Высыпаю сюда сахар, сметану и растопленное сливочное масло. Тесто готовится очень просто, замешивается даже без миксера. Это такая быстрая выпечка, которую можете приготовить тогда, когда у вас даже очень мало времени. Чуть не забыла за ванильный сахар. Обязательно добавляйте какой-нибудь ароматизатор, будет намного вкуснее. Снова хорошо перемешиваю до полного растворения сахара. Можете на время остановиться, подождать. Если сахар оседает на дно, значит перемешивайте дальше. Сахар полностью растворился. Можно добавлять муку. Она у меня уже была предварительно просеяна, но просею еще раз. Добавляю к ней соду, пол чайной ложки без горки. Не надо ее предварительно гасить. В тесте есть кислая среда, кефир, сметана. Она обязательно погасится. И в кексах вы не почувствуете ее запаха и вкуса. И главное, не забить их мукой, она у всех разная. Если вы замешиваете первый раз, не доложите хотя бы столовую ложку. Посмотрите на консистенцию теста, сравните с той, которую я показываю на видео. И если оно у вас получается более жидкое, то добавите. Долго тесто месить не надо и не берите муку с высоким белком. Самую обычную белок 10,3. Тесто не должно быть затянутым, не надо в нем развивать клейковину. Вот такое должно получиться тесто, не жидкое, не густое. Проверяйте. Рисунок на поверхности сразу хорошо сохраняется, но постепенно растекается. Осталось добавить только изюм. Так как тесто получается текучее, изюм надо припудрить, чтобы он в кексах не осел на дно. Добавляю немного муки. Тоже просеиваю, чтобы избавиться от комочков. Подпудриваю изюм и высыпаю его в тесто. Та мука, которая осыпалась на донышко, пусть остается в пиалке. Изюм тоже можете приготовить заранее, залить соком апельсина или коньяком, чтобы он был более ароматный. Я просто его промыла, просушила и таким добавлю в тесто. Вот теперь просто перемешиваю и буду заполнять формы. Вот такое красивое тесто, однородное. Порция этого теста рассчитана на 12 кексов. И размеры этих ячеек я укажу в описании под рецептом. Отсаживать буду кондитерским мешком с самой обычной круглой насадкой. Вот так вот закручиваю, чтобы тесто не вытекало, пока я его наберу. Опускаю мешок в стакан, взяла большой из-под блендера. И заполняю тестом, набираю сразу все. Если нет насадки и кондитерского мешка, возьмите обычный пакет, желательно, чтобы он был поплотнее. Срежьте уголок небольшого диаметра, где-то сантиметр, чтобы оно у вас не сильно вытекало. Видите, какое оно текучее. И выдавливайте тесто. Формочки должны быть заполнены больше, чем наполовину, где-то на 2/3. Все, духовка к этому времени нагрелась. Вот такие они получаются пока ровные. Ставлю выпекать.
Кексы полностью готовы. Выпекались они 20 минут при температуре 180 градусов средний уровень духовки. И еще 7 минут при температуре 190 градусов. Но все духовки пекут по-разному, поэтому учитывайте особенности своей, смотрите на колеровку и проверяйте на готовность. Если шпажка на выходе сухая, значит тесто пропеклось. Видно, что тесто не жирное, тарталетки остаются сухими, не пропитанные жиром, аккуратные, красивые, с высокой шапочкой. Она даже немножко разрывается, получается такой вулканчик, но мне такие кексы очень нравятся. Очень мягкие. Теперь им надо дать остыть, потом засыпать сахарной пудрой и можно подавать к столу. Если хотите, чтобы донышко лучше подпекалось, то выпекайте на уровень ниже. Но я их не хочу подсушивать. Так они получаются более мягкие. Видно, что тесто хорошо поднялось, пористое. Поэтому не бойтесь соду смешивать с мукой и берите ее столько, сколько указано в рецепте. Кексы светленькие, не потемнели. Я думаю, вы замечали, если соду гасите заранее, уксусом или лимонным соком, даже если в кефире или в сметане, то кексы в середине получаются темными. Придерживайтесь технологии, и получится вкусно и красиво. Изюм тоже не осел на дно, располагается по всему кексу. Присутствует корочка, и это очень вкусно. Сверху хрустящая корочка и в середине мягкий влажный кекс. Храните их в таком виде, не снимайте тарталетки, и к тому же еще можно сложить в пищевой контейнер под крышку. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимих такими вкусними домашніми кексами і приємного вам чаєпітія. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І, як завжди, бажаю вам всього найкращого.